Здорово! Сегодня у меня обзор аккумуляторного винтоверта Makita DTD-173. Покажу, что он из себя представляет, разберемся с режимами, расскажу, как он ведет себя в работе. Комплектация и происхождение. Комплектация у меня нулевая, то бишь картонная коробка, сам импакт с прицепленным к нему шнурком, скоба для подвеса на пояс и двусторонняя бита под японский стандарт. Похоже на PH2, но не то. Сделан в Японии. У меня такое впервые. Даже буква «Е» имеется на терминале. Темлячок. Не разрезаясь, снимается он очень легко. Надо всего лишь выкрутить все винты полностью, разобрать корпус пополам и вытащить отсюда вот этот шпинек, на котором он висит. И собрать обратно. Всего-то. Размеры и вес. Длина корпуса 112 мм, высота примерно 19 см. По весу сам импакт 845 грамм. С маленьким АКБ кило 200. Что могу сказать? Для 18-вольтового очень легкий. Эргономика. Это, без шуток, самый удобный инструмент, который мне вообще доводилось держать в руках. Ничего не мешает, все на своих местах. В руке сидит просто отлично. Но есть нюанс. Если у вас большая ладонь, моего восторга вы можете не разделить. Отдельный плюс — аккумулятор не упирается при работе близко к стене. Панель управления и патрон. Панель управления находится сзади. Очень удобно. Чтобы посмотреть, какой режим, не надо выворачивать кисть. Все перед глазами. Патрон. Бита вставляется без оттягивания кожуха. Характеристики. Максимальный крутящий момент 180 ньютон-метров. Скоростей здесь 4 штуки. Переключаются они либо кнопкой на панели, либо кнопкой быстрого переключения. Но есть момент. Скорости переключаются от большей к меньшей. То есть не первая, вторая, третья, а наоборот. Если хочешь перейти с первой скорости на вторую, надо по кругу вот так пролистать. Мелочь, но иногда реально раздражает. Автоматические режимы. Их тоже 4. Постараюсь без цифродроча. Режим дерева. Стартует на средних оборотах и при появлении нагрузки выходит на максимальное. Режим болт. На закручивание просто максимальные обороты, на откручивание крутит на максимальных и при отсутствии нагрузки сразу останавливается. Режим Т1. Крутит на максимальных и при появлении нагрузки должен останавливаться. Но, как выяснилось, далеко не всегда. Режим Т2. Крутит на максимальных и при нагрузке снижает обороты до средних. Во всех режимах дерево Т1, Т2 при включении реверса он просто крутит на максимальных оборотах. Назначение режима на кнопку. Если у вас есть какой-то излюбленный режим, можете его поставить на клавишу быстрого переключения, чтобы при нажатии всегда включался именно он. Делается так. Ставим нужный режим, зажимаем кнопку под патроном и левую кнопку на панели. Теперь при нажатии кнопки быстрого переключения всегда будет включаться этот режим. Чтобы сбросить, зажимаем обе кнопки на панели. Если кнопка быстрого переключения вам мешает, ее можно заблокировать. Для этого зажимаем саму кнопку и правую кнопку на панели. Разблокируется также. Подсветка. Она здесь кольцевая, и это натуральный прожектор. Яркость регулируется, аж 3 режима, плюс можно полностью отключить. Переключается зажатием левой кнопки на панели. Кроме того, он может работать как отдельный фонарь. Ставим нейтральное положение, нажимаем кнопку, и он светит целый час. Яркость фонаря регулируется отдельно и никак не связана с рабочей подсветкой. То есть можно настроить фонарь как удобно, а в рабочем режиме подсветка будет со своей яркостью. Спокойно заменяет фонарь, который надевается на аккумулятор. Короче, подсветка здесь просто шикарнейшая. Как он в работе? В работе он очень кайфовый, саморезы крутить легко и приятно, сверлить тоже классно. Гайки на 19 откручивает без вопросов, больше мне просто не попадалось. Что особенно порадовало — работа с мелким крепежом и мягкой древесиной. Далеко не каждый шуруповерт на такое способен.
Кнопка очень отзывчивая, обороты можно держать минимальные и работать реально деликатно. Да, это импакт, который можно собирать мебель и даже подпускать в гипсокартон. На видео саморез 2 на 8 мм и сосновый брус. Если аккуратно нажимать, то он крутит очень деликатно, вот почти как электроотвертка. Это реально классно. Автоматические режимы в реальности. Как по мне, хрень полная. Я пытался их снять в работе, но они, видимо, стесняются и начинают глючить. По факту режим дерева и режим болт почти ничем не отличаются от четвертой скорости. Режим Т1 самый ключный. У него настроение есть — остановится. Нет — будет крутить до последнего. Это не та автоматика, с которой можно не глядя крутить саморезы один за другим. Т2 еще более-менее, но крутить саморезы по металлу с пресс-шайбой мне не понравилось. Обороты со старта слишком высокие. В режиме болт на откручивание он просто останавливается и, как по мне, рано. В Руби, которую я обозревал раньше, ссылка в описании, он в таком же режиме замедляет обороты. И это удобно. Здесь на любителя. Ремонт и пригодность. В целом нормально. Часть запчастей есть у нас, что-то можно заказать издалека. Самое главное не перепутать со 137. Самая противная запчасть здесь — это, конечно же, контроллер. Найти его сложновато, и стоит он от 60 до $100, смотря где найдете. Но в целом и механику, и электронику при желании можно починить. Плюсы, минусы и нюансы. Плюсы. Эргономика и вес. Он удобный и легкий, просто шикарно. Отзывчивая кнопка. То есть потребность в шуруповерте в принципе отпадает. К минусам, наверное, можно отнести ценник. Хотя, если честно, это профессиональный инструмент. Притом грамотно сделанный. С чего ему быть дешевым? Своих денег он однозначно стоит. Это не фистул, где ты за наклейку платишь. Еще к минусам можно отметить, что автоматические режимы. Электроника здесь умеет глючить и очень даже солидно. Особенно режим Т1, он вообще живет своей жизнью. Из нюансов патрон под японские биты. Японский же винтовер. В инструкции переходник есть, а в комплект его почему-то не кладут. Надо покупать отдельно. Я кусочек биты туда всунул, его там заклинило намертво. Пойдет. Ну, это мелочь. Итог. Он простой. Офигенный аппарат. Для большинства задач подходит идеально. Можно крутить любой крепеж от мелких саморезов до здоровенных глухарей. Универсальнейший аппарат. Если нужен профинструмент и возможности позволяют, смело рекомендую. Отдельно хочу отметить, что если вам нравится эта штука, но она вам не по карману, им уже вдохновилась каждая вторая китайская фирма. Я про более-менее приличные варианты. Одноразовые поделки за $30 я никому не советую. Да, это не то, не так, но если у вас нет необходимости в профессиональном инструменте, вам надо что-то попроще. Чему бы и не взять, тем более в 2 раза дешевле. Эргономика, подсветка, режимы плюс-минус переданы. Вполне себе вариант. А кому-то он может быть даже удобнее, под руку побольше. На этом и заканчиваю. Подписывайтесь, пишите комментарии. Все, всем удачи.